Мы очень стали мешать нашим властям. Во-первых, мы защищали людей, так сказать, бесплатно вместо адвокатов. Адвокаты стали много терять денег. Екатерина помогает людям бесплатно уже более 20 лет. Недавно она помогла одной семье избежать повторного обыска милиции. Уже тот факт, что они через 2 недели, месяц, через 2 месяца идут с обыском после того, как задержан член семьи, это еще раз свидетельствует о том, что только хотят подложить что-то, чтобы усадить всю семью. Кому это выгодно? В чем секрет экономического чуда, о котором молчат белорусские власти? Нужна рабсила. В тюрьмах работают за копейки. За 0 копеек мы даже недавно... Может, и за 0 копеек. Нужна рабочая сила. Я знаю, вот у меня были знакомые, их детей начальники брали на строительство своих дач, увозили, утром покормят, увозят, и целый день работают они, как рабы голодные. Иногда успеют к ужину провести, а иногда и не успеют к ужину, и человек до утра сидит голодный. Но подождите, неужели об этом стало известно только сейчас? И самое страшное, что очень многие, чиновники из европейских структур это поддерживают. И даже нам в глаза было лично заявлено когда-то в глаза о том, что у нас такая ситуация в Беларуси устраивает, а мы под нее получаем проекты. Вот это вот самое страшное. Прежде чем начать, не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал прямо сейчас. Вот эта семья, которой вы помогли избежать повторного, я хочу повторить, обыска, у них уже был обыск по статье 328, их сына обвиняли, как и во многих других семьях, и милиция, я просто пересказываю то, что вы мне уже рассказывали, милиция хотела зачем-то провести этот обыск повторно, хотя обвинение, я так понимаю, уже было вынесено. Если не называть эту семью и вообще не трогать эту ситуацию, что мне интересно, и я думаю, что интересно многим другим нашим зрителям, которые нас смотрят, вот я, как обычный человек, я не знаю, как вести себя, когда в двери звонит милиция. Ну, с одной стороны, не открыть, это значит, что я вроде как совершаю какое-то противодействие. С другой стороны, не совершают ли они каких-то незаконных действий, если они ломятся ко мне в дверь и хотят выломать ее или угрожают, что они ее выломают? Вот по вашему опыту, можно ли не открыть и при этом не нарушить закон в Беларуси? Милицию можно не открыть, тем более, если это частная собственность. Моя квартира приватизирована, я имею полное право их не пустить. Мой дом, моя крепость. Если какие-то вопросы нужны, будьте добры, повесточку, вызывайте меня, я приду и дам объяснение. Вломаться они в квартиру могут только в одном случае, если вот в последнее время не изменили закон. Если им достоверно известно, что в это время в этой квартире находится особо опасный преступник. Только в таком случае они имеют право вломаться в квартиру. Все, больше никакого права, только разрешение хозяина квартиры. Ну, а в принципе, сюда можно подвести любую статью. Трактуется ли в законе что значит особо опасный преступник? Ну, особо опасный преступник – это который скрывается, убийца, который скрывается, или который нанес там серьезный ущерб чьему-то здоровью, скрывается от ответственности. Вот это особо опасный преступник. Ребенок, который задержан якобы за сбыт наркотиков до этого, уже не является особо опасным преступником, потому что он находится под стражей, он в заключении. И здесь только разрешение родителей
собственника квартиры о том, что имеют право зайти, провести обыск. Если не разрешают, то зайти не имеют. Нет, с обыском, если по горячим следам, как говорится, то они имеют право, должны пустить. Да, если вот они задержали и считают, что тут должны быть в доме наркотики, то они имеют право войти. Но уже повторно, если они хотят обыскать, они должны спрашивать разрешение, назначать время и приходить. Потому что у нас были такие случаи, когда даже задерживали, вот, ничего парня не было. Они его типа как бы заламывали и тут же незаметно в носок всовывали пакетик наркотиков. Вот так даже делали, понимаете? То есть вы думаете, они, возможно, хотели повторно провести обыск с тем, чтобы подложить что-то, потому что они ничего... Да. У меня в свое время тоже был обыск, и они пришли тут, и уже смотрю, начинают шастать по квартире, я нам уже говорю, иди быстренько следом, потому что сейчас, говорю, какую-нибудь гадость подложить, а потом будет неприятности. Ну, конечно, сразу же быстренько он осекся, вернулся назад и больше не пошел этот сотрудник милиции, не хотел лазить по квартире. Вот. А так они, если никого нету, один дома, так они все что угодно сделают. Скажите, ну вот что вот это за история по поводу вызова скорой? Если человеку стало плохо, и он, например, вызывает скорую, то милиция уже не имеет права зайти. Милиция только с разрешения заходит. Если приезжает скорая, это лишние свидетели, которые им не нужно. Но они, конечно, стараются ретироваться. Или вести себя очень-очень корректно. Можно сказать, что это еще один вариант, что если стало плохо, то... Если стало кому-то плохо в доме, значит, вызывается скорая, и все, дорогие, извините. Выдавили человека до криза или еще до чего-то, будете отвечать. Возвращаясь к той семье, которой вы помогли избежать повторного обыска, вы смогли добиться того, чтобы они не зашли внутрь, и как вы это сделали? Они просто не приехали. Они прослушали нас разговоры, и они в то время не приехали. Там еще она пригласила своих знакомых, нас было 3 человека. Они знали, что в них этот номер не пройдет. Куда бы они ни пошли, за каждым с них пойдет кто-то будет смотреть. То есть они вначале... Они в то время не приехали, на которое было назначено. Они сказали, что приедут, потом вы созвонились? Нет, больше они не позвонили и не приехали. На то время, на которое было назначено, они не приехали и не отзвонились. То есть вы думаете, что они еще и телефоны могут прослушать? Телефоны у нас все прослушиваются, все до единого, даже у стареньких бабулек беспомощных. Все у нас телефоны на прослушке. У нас нету ни одного телефона без прослушки, разве только у Лукашенко. То есть еще один способ, можно позвонить своему знакомому и сказать, что, скорее всего, мне хотят подбросить наркотики, и не мог бы ты ко мне прийти, потому что... Чтобы проследить. Да. Чтобы за этими действиями проследить. Вы сказали одну интересную вещь. Если они знают, что в квартире находится, или предполагают, что в квартире находится особо опасный преступник. Нет, то здесь только именно знание. Знание. Но в то же время вы сказали, что если у них есть подозрение, что в доме находятся наркотики, но ведь так можно подозревать вообще все квартиры в Беларуси, потому что можно написать задним числом, что у нас было подозрение, а потом оно отпало, но когда мы проводили обыск, мы нашли вот это. Вот можно ли как-то избежать вообще обыска? И нужно ли здесь постановление прокурора о том, что он разрешает милиции провести эти действия? Практически в таких случаях должны быть оперативно-розыскные мероприятия, должны быть документы, подготовлены для оперативно-розыскных мероприятий, по которым за этим человеком должна быть установлена слежка и должно быть доказано неопровержимо, что действительно он этим занимается, а не так, как они вот пишут в этой семье. Не установленное время, не установленным лицом, не установленное, простите меня, не установленное быть не может, должно быть только установленное. И по оперативно-розыскным мероприятиям. Если вот человек попал в поле зрения, значит, должны оформить как положено документы и проводить оперативно-розыскные мероприятия, чтобы доказать точно, что этот человек виновен. Только так.
Ну вот, допустим, все-таки милиция звонит в дверь. Ага, открывать я не хочу. Могу ли я остаться в рамках закона и им не открыть? Что я должен сделать для того, чтобы их не пустить, но при этом остаться с целыми дверями? Просто им заявить, это моя частная собственность. У вас доказательств о том, что преступник в моей квартире скрывается, нет. Извините, назначайте, я же объясняла. Повестку я приду, дам объяснения, которые нужны. Я не хочу вас видеть в своей квартире. Все. Только с моего разрешения. Мне уже несколько раз они приходили, вот в прошлом году забирали компьютер мне. Только с моего разрешения. И то тут же вызывали понятых соседей. И в присутствии понятых все делали. Все. Без понятых не имеет права ничего делать. Ну, а сразу же, как только такое поступает вот мне было года 3 тому назад, значит, мы написали письмо, там использовали заключение Щегельского по поводу Лукашенко. И они с Московского района приехали ко мне на допрос. Я сразу же здесь на телефон, на прессу, и они смылись. Я им сказала: дорогие, поручение моему участковому, какие вопросы вы хотите знать, и будьте добры, присылайте, я пойду и дам ему объяснение. Все. А сюда вы у меня не зайдете. Как только я стала прессу вызывать, они быстренько смылись. Все. Они очень боятся огласки. То есть еще один вариант – это вызвать прессу? Да. Когда они действуют противозаконно, значит, вызывать прессу. А даже в другой раз бывает, можно позвонить в 102. Но прессу, хочу уточнить, не БТ и не ОНТ. Мы имеем в виду независимую прессу. Независимую прессу. А как вообще вести себя при обыске? Как обезопасить себя от случая, когда, проведя обыск, они найдут то, что сами и подложили? Как можно этого избежать? Значит, должны быть обязательно понятые, в обязательном порядке, и следить, чтобы никто никуда без члена семьи ни в какую другую комнату не заходил, чтобы руки были на виду. Вот руки на виду, что в руках ничего нет, все. Если только где-то полез в карман и в какой-то уголок, так сразу: дорогой, иди сюда. Они, сотрудники милиции, могут привести своих подготовленных понятых. Как действовать в этой ситуации? Вы можете... Подготовленных это они вводят обычно при административных, где им нужны штрафы. В таких случаях они подготовленных привести не могут, они не имеют права. Они должны выйти на улицу, первого попавшихся людей. Я вот тоже сама была так понята. Я подошел ко мне сотрудник милиции, значит, женщина, вот нам нужно, вы согласны быть понятым? Я согласилась, я пришла. Естественно, я смотрела за всеми их действиями, как проводится обыск. Я, конечно, уже была в курсе дела, но все равно любой человек, который придет, он уже видит, как действует своя милиция. И при этом, вот о чем как раз шла речь, при этом нужно следить, чтобы руки были у обыскиваемых на виду. У милиции или у обыскиваемых? У милиции, да, которая обыскивает. Чтобы руки были на виду, никуда они посторонних в своих карманах не лазили, никуда в темные углы не уходили. Если только что-то, дорогой, вернись сюда, что ты там делаешь. Все. Понятно? Имеете полное право требовать, чтобы он немедленно показал, что он делает. То есть, повторю еще раз, у сотрудника милиции руки должны быть на виду. Да. Понятые, вы должны быть убеждены, что это люди... Но, кстати, а как? Мимо может идти человек, но он может заранее быть подготовлен, что его сейчас позовет сотрудник милиции, потому что они уже договорились. Может ли выбрать сам обыскиваемый того, кто будет понятым? Обыскиваемый не может выбрать, кто будет понятым, но обыскиваемый может пригласить своих знакомых, соседей и прочее, чтобы тоже присутствовали при этом. И могут занести в протокол, что такие-то присутствовали. Вот как я недавно по Надежде Батуре мы ходили к следователю, там я была тоже в моем присутствии, ее опрашивали.
Посторонний человек, которого пригласили, может быть. И вот почему же, когда я позвонила этой женщине, это позвонила, меня пригласила, значит, присутствовать при обыске, я сразу ей стала объяснять, что это может быть только одна цель, чтобы что-то подбросить, потому что они еще охотятся за квартирами. Они очень сильно охотятся, менты, за квартирами. Освобожденные квартиры они прихватывают. И если они видят, что семья, вот как эта вот Борисова женщина была, а внучек и бабка одна, то бабку довести, внучек в тюрьме, это уже квартирка ихняя. Особенно если не зубатые родственники, нету зубатых родственников, которые могут отстоять. Вот у меня лежат документы Следственный комитет, значит, 42 квартиры по этому вопросу. И летом же был в Первомайском суде тоже судебный процесс, там тоже по этих квартирах судили, по-моему, 3 или 4 человек, не помню, до 10 лет дали им. Людей отбирали жилье. Какие жизненные обстоятельства вас настигли, что вам пришлось начать изучать законодательство и отстаивать свои права без помощи адвоката? Если вы не можете рассказать полностью историю, но хотя бы просто в общих чертах. Ну, вопрос у меня оказался такой. У моего сына в свое время потребовали взятку за служебную квартиру. Вот. Ну, естественно, я понимала, что одна я не справлюсь с этой бандой. Поэтому я начала обращаться, это же были 90-е годы, во все тогда организации, которые были свободны, профсоюз, там, Союз рабочих женщин, вот в эти все организации. И потом я вышла, была у нас такая партия «Здравого смысла». Они издавали газету «Здравый смысл», я вышла на них. Вот мы познакомились с председателем Каравайчиком Иваном Ивановичем, и мы стали с ним сотрудничать. И он сразу же предложил, значит, создать при партии комитет по защите прав человека, и меня рекомендовал председателем этого комитета. Мы начали действовать, ездили практически по всей Беларуси, у нас было очень много статей, много мы помогли, особенно мы по Нежвильскому району там сильно много раскрыли и убрали 3 председателей колхоза, которые зверствовали там над людьми. Ну, вот с этого вот началась моя, так сказать, правозащитная деятельность. То есть вы адвокатам не доверяли уже с самого начала? Вы знали, что... Какие могли быть адвокаты? Законы менялись и меняются на сегодняшний день под власть имущих. Все, что было наработано до 1994 года, практически все перевернуто. У нас невозможно работать никому без нарушения закона, ни одному предпринимателю, ни одному начальнику фирмы. Ни одна фирма не может работать без нарушения законодательства. Все это делается для того, чтобы держать всех на контроле. И если нужно, значит, людей сажать в тюрьмы, отнимать бизнес, прочее, прочее. Чтобы каждого было за что наказать. Да, чтобы было каждого за что-то наказать. Ну и мы знаем международное какое положение. Толпами бегут беженцы. В Европу заполонили. В Америке сейчас Трамп строит, как вы знаете, заграждение от беженцев. Потому что именно людей доводит до нищеты. Люди ищут где-то что-то, какой-то выход. И люди толпами сбегают из своей страны. Ведь у нас тоже кто только где может, убегает. Но я очень многие знаю, которые уехали из страны и не хотят сюда даже возвращаться и говорить об этом. Вот семья у меня тоже была под защитой. Сейчас они в Европе, все 3 детей, и отец с матерью все в Европе. Мать довели до того, что она 3 пыталась покончить жизнь самоубийством. Резала себе вены. Вот такая у нас ситуация. Это очень плачевная ситуация. И вот эти самые мальчишки с 328, группы 328, они именно искали себе какой-то заработок, что-то, чтобы помочь семье, семью в критическом состоянии, семью в бедности. Зарплаты падают, пенсии тоже растут, как черепахи ползут, а цены, простите меня, скачут как. Говорят, вот существует общественное мнение
половина людей, которые слышат истории про матерей 328, считают, что дыма без огня не бывает. Половина, я говорю условно, половина, мы, конечно, не проводили соцопросов, но я исхожу из тех комментариев, которые мы читаем. И вот есть часть народа, которые считают, что дыма без огня не бывает, и если там что-то произошло, значит виноват. И уже все, неважно, насколько посадили, кого посадили. Некоторые даже говорят, что туда надо еще и маму посадить за то, что она ребенка пытается из лап правосудия так называемого вытянуть. Вот ваше мнение, почему общественное мнение такое, та часть, которая хочет крови и зрелищ, как получилось, что у нас в Беларуси есть люди, которые такие несострадательные? Это не только в Беларуси, это практически по всему миру такие люди есть. Есть категория, со своей практики, я знаю таких людей, которые судят о других в меру своей испорченности. То есть они сами способны на это, поэтому считаю, что и другой человек тоже способен. Я уже в этом убедилась. То есть они... У них тоже в какой-то степени где-то какое-то рыльце в пушку. Поэтому они другому не верят. Только когда уже их, как говорится, клюнет жареный петух в заднее место, вот тогда они уже начинают кричать «ай-яй-яй», да так же вот у меня тоже уже сколько было таких людей, ай-яй-яй, а я ж не думал, а я ж не знал, а я это и все. Вот так. Понятно? Я не думал с такой стороны. Ну, это интересно. Я из практики говорю. Что бы вы могли посоветовать родителям, чьи дети еще не попали в такую ситуацию? Понятно, разговаривать со своими детьми, чтобы он не попал в эту ситуацию, это все понятно. Можно ли вложить ребенку, что он должен сделать в первую секунду, когда его задерживают, заворачивают ему руки, он идет со школы, его валят на землю? Почему-то у нас милиция, кстати, такая кровожадная во всех ситуациях. Вы заметили, да, когда мы вот эти истории записываем, во всех случаях его сразу валят на землю, наручники, как будто он какой-то преступник. Я имею в виду, как будто он убьет людей. Есть ли какое-то практическое применение, что должен каждый ребенок запомнить в случае, если его задержали и, такой длинный вопрос. Хочу сказать, что дети есть дети. Они всегда испуганы, в первую очередь. Поэтому очень редко кому что-то придет на ум, то, что ему посоветуешь. Но в первую очередь они должны требовать, чтобы присутствовал или педагог, или социальный работник, или же родители. Без родителей несовершеннолетние, социального работника и педагога никто не имеет права допрашивать. Но из моей практики социальные педагоги уже замечены в другом плохом деле. Они по декрету 18. Первые, кто сдает ребенка в приют. В случае, если семья замешана в каких-нибудь активистских деятельностях, если семья открыто обсуждает политику и на них хотят надавить, то поликлиника и социальные работники – это первые люди, которые будут действовать в рамках закона, но на самом деле они только все испортят. На сегодняшний день нормальных, честных адвокатов раз-два и обшелся. Даже если они пытаются что-то, работу свою выполнять честно, их могут убрать. Вот у меня знакомый адвокат, толковый парень, он в свое время был помощником прокурора в Ленинском районе. Потом у нее была свободная своя адвокатская контора, ее закрыли, когда Лукашенко закрыл все частные конторы, но он ушел в адвокаты. И он от милиции защитил одного мужчину. Его исключили с коллегии адвокатов. То есть адвокаты находятся под пятой. Если ты будешь честно выполнять свою работу, значит, ты не будешь работать. Сегодня должность адвоката, я не знаю, сколько стоит, но я знаю, что в 2003 году должность адвоката стоила $5000. Для того, чтобы стать адвокатом, нужно было заплатить чиновникам $5000. Вот такие у нас адвокаты. Но я тоже не питаю надежд, что адвокат может как-то защитить. Я веду к тому, что ведь через адвоката ребенок может
наконец сообщить своим родителям, что что-то пошло не так. В смысле, чтобы родители приехали и уже в присутствии родителей все это происходило. Ведь во всех случаях родители узнают уже через 2 часа, через 4, но не в то время, как... Возможно ли вот в такой связке, то есть если он просит адвоката, даже зная, что он его не защитит, через адвоката потом вызвать своих родителей? Если адвокату мент скажет «сиди и молчи», адвокат будет сидеть, молчать, никаким родителям он ничего сообщать не будет. Тогда, значит, первое, что он должен сказать, это «я не буду говорить без своих родителей». Своих родителей я никакие показания давать не буду. Все. Ну, а уже когда родители появятся, должны осмотреть ребенка, где у него синяки, где какие-то ссадины, если к нему применялись пытки, и сразу же быстренько на прокуратуру. Ведь во все колокола, что ребенок подвергался пыткам в их отсутствии. Нужно ли как-то освидетельствовать это? Ну, естественно, если они будут обращаться в прокуратуру и требовать направления на снятие побоев, то добьются. Это в первую очередь нужно родителям делать. Это нужно делать письменно, или это есть какой-то горячий телефон, по которому можно... Письменно. Без бумажки я какашка в Беларуси, а с бумажкой человек. Но прокуратура может ответить только через месяц, через неделю, явно не... Здесь же с заявлением немедленно на прием к прокурору, чтобы он дал немедленно направление. Лично, письменно, но лично. Да, лично, быстренько к прокурору. Буквально, если вечером задержали, значит на завтра. Если утром, то к обеду должен быть прокурор с заявлением и освидетельствование, медосвидетельствование. Только так. Спасибо вам большое за этот непростой разговор. И спасибо за то, что... И жизнь у нас страшная. Потому что еще будет хуже. Если еще пару лет побудет Лукашенко, он половину Беларуси уничтожит. У нас практически каждый год с карты Беларуси исчезает население одного районного центра. Деревень. Или районный центр? Районный центр. От 30 до 35 тысяч человек. Это уже статистика. Я ее в свое время контролировала по сообщениям, но сейчас уже перестала, но это так. У нас практически на сегодняшний день, вот как Лукашенко пришел к власти в 1994 году, чтобы это население на сегодняшний день было в областных центрах, нужно один областной центр расселить по этих остальных. То есть у нас уже практически не 5 областей, не 6 областей, а должно быть 5 по населению. Все родители, которые нас сейчас слышат, я не хочу вас пугать. Я не имею в виду, что вы должны тут же контролировать переписку вашего ребенка, отобрать у него телефон. Вы все равно этого не сможете сделать, потому что в наш мир интернета, если ребенок не смог получить информацию где-то в одном месте, он получит ее в другом. Но есть вещи первоочередные. Это как первая медицинская помощь в любой ситуации, но только на первая юридическая. Вы должны сказать своему ребенку, как заключение нашего разговора, правильно ли я понимаю, что первое, что ребенок должен сделать, это требовать не адвоката, Родителей. не социального педагога, не учителя, а именно родителя. Потому что родители – это единственный человек, который... У нас не было таких ситуаций, когда родители подставляют своих собственных детей. Я думаю, это за гранью вообще какого-то допустимого. И первое, что должен потребовать ваш ребенок, это вас через милицию. И сказать, что я не буду разговаривать с вами до тех пор, пока вы не приведете мою маму, папу. Все должны научить своих детей отвечать именно так. По крайней мере, это сократит количество случаев, когда милиция составила дело, а родители узнали об этом через несколько часов, а то и суток. Спасибо. Пожалуйста. Комментируйте это видео. Не стоит молчать.